Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что происходит на рынках. И действительно такое ощущение, как будто с одной стороны что-то пошло не так, с другой стороны, но есть же такая пословица "Sell in May and go away". Давайте к календарику вернемся. Что у нас здесь такого интересного происходит? Ну, во-первых, в Китае объем выданных кредитов, займов оказался меньше, чем предполагалось, и значительно меньше, чем тот, который был до этого. Да, китайцы, они пытаются зажимать кредитование, но зажимание кредитования и экономический рост – вещи слабо совместимые. Далее, смотрите, сегодня еврозона разочаровала. Объем промышленного производства только 0,1%, а ожидалось 0,7%. Ну, Европе это можно на самом деле в текущих реалиях это простить, тем более это март, поскольку там была череда локдаунов. Это вполне как бы объяснимо, и здесь, несмотря на всю страшность отличия этих двух цифр, ну, по сути, я считаю, здесь пока ничего такого критичного, страшного не произошло. Всего лишь эхо локдауна. Далее, следующее, что сегодня вышло, это индекс потребительских цен Германии 0,7%. Месяц к месяцу инфляция 0,7%. А в Соединенных Штатах она вышла 0,9%. Таким образом, мы видим, что инфляция в Штатах она обгоняет еврозону. Казалось бы, в такой ситуации евро должен укрепляться к доллару, но отнюдь такого не происходит. Но и запасы сырой нефти подкачали, они должны были минус 3 миллиона баррелей быть, а оказались минус 0,4. Значит, нефть активно не расходуют. Итак, друзья, давайте посмотрим, что происходит. Ну, сейчас, понятное дело, общеизвестная тема о том, что, в общем-то, инфляция это не панацея. Американский ФРС пытается, в общем-то, выйти на определенные показатели позитивные по безработице путем отпуская инфляцию. Все прекрасно знают 70-е годы, что было, когда макроэкономисты выявили очередную зависимость в стиле черный ящик, что когда растет инфляция, тогда падает безработица. И они влупили инфляцию в надежде сбить безработицу. Оказалось, нет. Оказалось, что черный ящик он работает тогда, когда не заморачиваются над расстановкой сил. А когда начинают подкручивать один из параметров, оказывается там устройство совсем другое. И в результате начала расти безработица и начала расти инфляция. Вот такая загогулина вышла. Ну вот, в общем-то, данные по инфляции Соединенные Штаты, если мы с вами посмотрим, то уже очень значительный, даже стремительный рост пошел в апреле, когда вышли данные за март. То есть уже тогда вот эта почва, она назревала. Здесь вопрос в том, что очень пошел существенный рост еще в марте. Но то, что было в марте, здесь пока ничего страшного не происходило. Страшное произошло сейчас, потому что пробит ключевой уровень по инфляции, это где-то 3,9-4%. И, соответственно, это как раз то значение, которое на историческом отрезке значительном может вызвать очень быстрый рост инфляции в Соединенных Штатах и во всем мире. Но если мы посмотрим данные по безработице, которые вышли 7 мая, мы увидим, что они постепенно начали выходить на плато. И 7 мая данные за апрель начали уже показывать рост. То есть здесь вот система начала сбоить. Ну, казалось бы, уже в 70-е это проходили. Путем искусственного увеличения инфляции, безработица, она, когда сознательно такой шаг совершается, она не снижается. Но если посмотреть число первичных заявок на получение пособий по безработице, здесь вообще получается ситуация феноменальная. То есть на протяжении вот уже отрезка, начиная с самого начала 2021 года, ну или с конца 2020, идет снижение новых заявок. То есть количество их все время, каждую неделю падает. Но при этом безработица почему-то начала расти. Парадокс. Если опять же вернуться к индексу потребительских цен, ну, то бишь к инфляции в Соединенных Штатах, то что мы с вами увидим? Вот на самом деле очень мощное движение пошло в марте. Вот вышли данные 13 апреля, здесь произошел разрыв, очень сильное движение.
Если мы перейдем отсюда к графику S&P, так, ну я вот ставлю дневной график, сейчас 19:45 по Москве, и как раз вот идет борьба за ключевой уровень, это 4080. Если он будет пробит, дальнейшее движение может произойти очень быстро, молниеносно. Так, ну и вот дневной таймфрейм, если мы посмотрим в марте, когда начался разгон инфляции, здесь по сути на графике S&P ничего пока страшного не происходило. То есть он рос, консолидировался, и вот здесь, когда инфляция начала расти, то есть инфляция растет, получается денежная масса избыточная. Здесь, в общем-то, и пошел вот этот, ну, судя по всему, это последний виток на текущей перспективе и на среднесрочный роста. И что мы имеем? 13 апреля, когда вышли данные, здесь немножко еще поросли, после этого ушли в боковик, и дальше уже, ну, были попытки роста, которые постепенно выдохлись, и отсюда пошло откатное движение. Текущая ситуация, она чем характеризуется? Она характеризуется тем, что пошел очень значительный рост инфляции, он больше некоего медианного значения для Соединенных Штатов, он его превысил, вышел за диапазон, и, соответственно, теперь процессы могут пойти очень стремительно в части роста цен, инфляции и так далее. Если в ближайшее время ее не загонят назад. А как ее загонят? Ну, надо либо ставки поднимать, либо сокращать выкуп активов. К чему это приведет? Это приведет к тому, что вот 3550 для начала. Вот площадочка. Поэтому, друзья, вот сейчас S&P как закроется сегодня, если 4080 пробьем, еще и завтра поторгуемся под ним, то высока вероятность того, что пойдет движение откатное вниз на 3550, это будет первая цель. Если пробоя здесь не будет, он не закрепится, то уходим сюда, вот в этот боковик. Однако, исходя из того, какие вышли данные по инфляции, что перешли так называемый сверхзвуковой барьер, я думаю, высока вероятность того, что рынки начнут осыпаться. Какое здесь основание для того, чтобы рынки начали осыпаться? Но это значительный рост инфляции, при том, что рост инфляции не вызывает работу экономики. То есть этот рост весь уходит в холостую, в рост цен. Он не идет в экономику. Надули сырье, сейчас взялись за крипту. Ну и по сути сейчас на текущий момент мы подошли к такой линии, когда могут начать что-то распродавать. Если начнут распродавать достаточно активно акции, металлы, сырье и крипту, то это вызовет просто, во-первых, сначала обвал рынков, а потом, соответственно, инфляционный шок. Так, ну вот часовой график, здесь S&P пытается на 4080 остановиться, закрепиться, посмотрим, насколько ему сегодня это удастся. То соотношение, которое вышло по инфляции, то, что вышло по рынку труда до этого ранее, все это указывает на то, что мы в любой момент можем сыпануться. Но обычно говорится sell in May and go away, потому что сезон отчетности заканчивается. А здесь еще и получилось так, что что-то пошло не так в экономике. Так, друзья, ну то, что что-то пошло не так, нам сигнализирует VIX, который он не то что ушел за 20-22, он уже сходил на 26,5-27. Соответственно, вот это движение, если закрытие выше 24-25, то здесь уже ситуация может принять очень серьезный оборот. Волатильность уйдет на 35-40, и тогда рынки уже начнут сыпаться очень быстро. Так, ну вот биткоин тоже начал немножко проседать, но у биткоина есть критичный уровень, это 52 тысячи, пока он не пробит, все это может быть не более чем консолидацией. Так, ну вот эфириум вроде бы созрел для коррекционного отката, вопрос только, куда этот откат произойдет. По-хорошему надо в этот канальчик вернуться. Так, друзья, ну вот индекс доллара, здесь пошло очень такое страшное движение, потому что пробили 96-97 дневной таймфрейм. Соответственно, если закрепляемся выше этого значения, отсюда пойдет импульс движения. Сначала на 91.25, потом пробой 91.5. И здесь уже начнется мощнейший риск-офф. Так, друзья, далее золото, по нему очень интересная ситуация, потому что оно подошло к своему сильному уровню, который 1821.
Соответственно, если повторного добоя 1817-1821 не будет, то есть если мы удерживаемся в текущих значениях, то завтра с утра по золоту будет отскок на 1838-1840. Если здесь у нас все-таки возникает пробой, то золото летит под 1800. Так, друзья, далее нефть Brent. Но смотрите, здесь мы 69,870 цель сделали, о которой я говорил. И все, не закрепилась, она начала отсыпаться. Вот смотрите, здесь 68,7. 68,7, 68,6. Если вот это значение будет пробито, нефть очень быстро может уйти на 67 и потом ниже. Если это значение сейчас не пробьем, она здесь проколбасится, консолидируется и отсюда вполне может отскочить. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь мы вышли из диапазона, соответственно, движение наверх не состоялось. И теперь вот у нас будет цель движения 1,2048. 2048, если оно пробивается, то следующая точка остановки будет находиться в районе 1,1940. Если не пробивается, прекрасно. Здесь собираемся силами и отскакиваем. Так, друзья, ну и вот сегодняшний день может стать отправной точкой для рубль-доллар. Там кто-то кучу опционов накупил, сделал ставку на то, что 20 мая будет 83, а 17 июня будет 100 рублей за доллар. Вот. Но с учетом того, как начинают развиваться события, ну, вполне может быть, что эта ставка и сработает. Хотя я пока бы не стал однозначно утверждать. Посмотрим, что будет с движением в нефти из пары евро-доллар. Если евро-доллар все-таки уходит на 1,15, то тогда вполне возможно такой ужасный сценарий будет реализован. Так, ну и у нас сейчас получается здесь движение, цель этого движения 74,85. И посмотрим, как эта цель будет отработана. Если он начинает на этой цели торговаться, то, по-видимому, уже завтра мы получим движение на 75,3. Если здесь сейчас начнется падение объемов, мы отсюда спикируем и пойдем на 74,1. Но текущая мировая обстановка, она не располагает к укреплению рубля. И поэтому, наверное, я все-таки полагаю, будет либо консолидация сейчас в районе 74,85, либо дальнейший рост. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну, здесь пробили значение 153, 152, 500. Если мы вот сейчас закрепляемся, даже не надо движение на 152, 200. Здесь уже от текущих значений, соответственно, у нас ближайшая цель движения находится здесь, в районе 150, 700, 151 тысяча. Вот, соответственно, если сегодня-завтра не втягиваемся назад, то отсюда сыпанемся. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успехов вам и прибыли. Счастливо!